некоторых людей нельзя допускать до работы с электричеством. У них отсутствует мозг и инстинкт самосохранения. У нас 12-вольтовая панель. Вот это у нас негативный бас-бар. Есть вот такая магия. А магия никуда не подключена. Магия висит в воздухе. Надо добавить магии. Замещению моему нет предела. Свет не работает свет. Панель собрал, все прозвонил, работает. Все прозвонил, работает. Другую вот свет прозвонил, работает, подключил, работает. А этот никак не работает. Может, он сломался. Но нет. Какой-то очень нехороший человек. Я не знаю, как его назвать. Решил, что вот в этот момент времени мы будем использовать другую полярность проводов. Плюсик, наверное, который не стоит никому повторять больше. Я сделаю короткое замыкание и посмотрю, что у меня работает первое. У меня есть термомагнитное реле на 6 ампер. Дальше оно идет на 25 амперный предохранитель. Дальше идет 70 амперный предохранитель. Вот. Либо провода загорятся, если что, у меня есть огнетушитель. Вот. Ну, проверим. Сработал выключатель. Так, вся история у нас, все электричество у нас разбито на 3 раздела, на 3 уровня. Нижний — это батарейный отсек и так называемый unswitched busbar. Средний — потребители и панель распределения мелких всяких потребителей. Что мы здесь имеем в батарейном отсеке? Сервисная батарея, стартовая батарея. Они подключены к смарт-шунту электроновскому и негативный отрицательный unswitched busbar, к которому подключен двигатель, собственно, сами батареи, зарядка и выход на switched busbar и трюмная помпа. Трюмная помпа подключена вот напрямую, подключена она всегда. То есть к батареям подключена зарядка и трюмная помпа всегда. Дальше. Это у нас главный выключатель двигателя. Это именно выключаем двигатель. Лебедка носовая, якорная. И то, что идет на потребителей, которые уже коммутируемая шина. Она же switched busbar. Здесь у нас Blue Systems стоит Blade Fuse. Очень удобная штука. И сюда подключена у нас, соответственно, помпа холодной воды, радио, помпа холодной воды, радио и панель 12-вольтовое распределение. Здесь же у нас находится зарядка, самая дешевая, которая была уже на лодке. Возможно, поменяю ее на что-то более приличное позже. И сюда же у нас станет зарядка для берегового питания, которая есть, но ее надо еще будет подключить. И вот я восстановил эту панель, родную 12-вольтовую. Здесь у нас, собственно, это USB розетки. Вот эти вот 25 ватт зарядка. Свет и Garmin чертплоттер, который вот сонар все показывает. Вот так вот у нас работает по кнопочке помпа.
И, собственно, и все. Есть, конечно, определенные недоделки. Нужно поставить прерыватель для контроллера солнечных панелей, береговое питание, возможно, еще какие-то подключить дополнительные потребители, поставить еще USB розетки, они тоже у меня есть, но это чуть позже. Как подключены, собственно, батареи? Батареи все подключены через такие очень прикольные предохранители 150 амперные. И сервисная батарея, она напрямую идет в баз-бар, а стартовая батарея через батарейный разделитель идет тоже на баз-бар. Это дает то, что у нас ни при каком раскладе, даже если будет высосана сервисная батарея, то в стартовой останется ток, чтобы крутануть двигатель. Это, собственно, его главный смысл этого самого разделителя. Вот, и очень мне понравились, конечно, вот эти вот предохранители. Они по 150 ампер и запасные. Они очень компактные с точки зрения установки на лодку. И все, конечно, очень хорошо, что мне нравится, что все сделано на болтовых соединениях. Понятно, что все гайки законтрены, кое-где стоят двойные гайки, но однозначно все законтрены гайки. И легко можно пересобрать, переделать, добавить, убавить, но при этом необходимо проверять все эти болтовые соединения, что они у нас не разбалтывают.